Жареные огурцы по-корейски. Я думаю, что летом у всех дома есть огурцы, и, наверное, пришло время попробовать их совершенно абсолютно по-новому. И по этому поводу вот сегодня готовим такое интересное блюдо. Нам потребуется с вами 2 огурца. Выбирайте огурцы те, которые не горькие, и они должны быть такого среднего размера. Также нам потребуется 3 красных перца чили. Этот ингредиент можно пропустить, если острый вы не любите. Мы должны помыть огурцы и нарезать их кружками. Ширина должна быть 3 мм, то есть они не должны быть очень тонкими и очень толстыми. Это важно, потому что мы будем их засаливать и выжимать из них воду. Теперь, нарезав огурцы и положив их в какую-нибудь глубокую емкость, мы добавляем соль пол столовой ложки. И после этого перемешиваем, распространяя соль. Делаем это удобным нам способом, я делаю это так. И отставляем огурцы на 10 минут в сторону, они дадут воду. За это время мы подготавливаем перцы чили, разрезаем их вот таким вот образом напополам и удаляем из них семена и также белые внутренние такие части, не знаю, как они точно называются, буду называть их прожилками. Удобнее всего делать это маленькой ложкой. Затем нарезаем перцы чили вот таким вот образом, то есть достаточно мелко. Как я говорила, если сильно острый вы не любите или вообще не любите острый, то можно либо уменьшить, либо убрать этот ингредиент. Также нам потребуется говяжий фарш в объеме 100 грамм. Туда добавляем соевый соус 1 столовую ложку, и если у вас есть, у меня нет, я пропускаю, то рисовое вино 1 столовую ложку. Также молотый чеснок в объеме 1 столовой ложки, сильно острый не едите, пол столовой ложки положите. И кунжутное масло в объеме 1 столовой ложки. Также сахар 1 столовая ложка и немного черного молотого перца по вкусу. Теперь мы все это хорошо перемешиваем достаточно долго, чтобы все ингредиенты перемешались с фаршем, и отставляем это в сторону и даем фаршу промариноваться. За это время 10 минут уже прошло, и мы возвращаемся к огурцам. Как вы видите, они дали воду, но в них еще очень много воды. Мы ее будем отжимать. Некоторые перед тем, как отжимать воду из огурцов, их промывают. Я не промываю. Отжимать можно руками, а можно воспользоваться мешочком из натуральной ткани или марли, но предварительно желательно смочить как мешочек, так и марлю. Туда закладываем огурцы и отжимаем. Почему мешочек? То есть это создает большую вероятность того, что огурцы не поломаются при отжимании воды. И, как вы видите, из них вышло очень много жидкости. Перекладываем огурцы в какую-нибудь глубокую емкость, чтобы было удобно их перемешивать со следующими ингредиентами. Кунжутное масло 1 столовую ложку мы добавляем в огурцы, и если вы промывали огурцы перед тем, как отжимать, то добавьте соевый соус пол столовой ложки или 1 столовую ложку. Если же вы их не промывали, то они достаточно соленые и не нужно соевый соус добавлять. Далее кунжутные семена 1 столовая ложка. Можно либо вот таким вот образом их перемолоть, используя ступку и пестик, или же этого не делать и потом просто цельные кунжутные семена добавить уже в конце приготовления этого блюда. На ваше усмотрение, на ваш вкус. Далее нагреваем сковороду с небольшим количеством растительного масла для жарки, буквально 1-2 столовые ложки. И на нагретую сковороду с нагретым маслом выкладываем говяжий фарш. Готовим мы на среднем огне, все время помешивая. Что важно? Важно не давать фаршу слипаться в комочки, то есть постоянно разбивать его ложкой. Когда фарш поменяет цвет и перестанет слипаться в комочки, мы добавляем красный перец чили, прежде нарезанный, и продолжаем готовить на среднем огне, все время помешивая. И доводим фарш, либо мы его
протушим фарш, либо мы его немного хорошо поджарим, тоже как мы любим. И тогда добавляем прежде уже подготовленный огурец и готовим на среднем огне еще 2 минуты. Все время помешиваем. Кстати, если вы не хотите мясо, то мясо тоже можно исключить, и тогда вы просто 2 минуты пассируете огурцы на среднем огне. И уже под конец мы добавляем кунжутные семена, либо целиком, либо перемолотые. Все это мы хорошо перемешиваем и снимаем огня. И все, собственно говоря, блюдо готово. Блюдо можно есть как в горячем, в теплом виде, так и в холодном, когда оно уже остынет. Блюдо это можно подавать как закуску, или же, например, есть с отваренным рисом. Еще пожарить яйцо, все это перемешать и вкусно съесть. Можно еще какой-нибудь острый соус добавить. Хранить можно это в холодильнике в течение 2-3 дней. Лайкайте, подписывайтесь и приятного аппетита!